Показ коллекции Сен-Лоран на неделе моды в Париже всегда оказывается одним из самых значимых и запоминающихся событий. Местом проведения шоу традиционно стала главная туристическая локация французской столицы. Уже никого не удивляет, что бренд выстроил павильон на площадке перед Эйфелевой башней. Более сотни гостей собрались здесь, чтобы увидеть новые творения Энтони Ваккарелло и его команды в коллекции «Осень-зима 2022-2023». Началось модное шоу с отсылки к одному очень важному образу, созданному самим Ивом Сен-Лораном. Про черный мужской бушлат в комбинации с белыми брюками из его дебютной коллекции 1961 года многие незаслуженно подзабыли. Что, на мой взгляд, вполне объяснимо. Его действительно довольно просто потерять в обилии более ярких коллекций легендарного дизайнера. Но именно этот дуэт заложил основы того, каким впоследствии стал модный бренд Сен-Лоран. На создание эффектного, характерного образа модельер вдохновил самый обычный мужской бушлат, найденный на одном из блошиных рынков. Именно так внедрение мужских элементов в женский гардероб оказалось одним из столпов, на которых сегодня стоит именитый дом моды. Грубо говоря, без этого бушлата не было бы культового смокинга. Сегодня в прочтении Энтони Ваккарелло бушлат превратился в плечистый объемный жакет, а белые брюки – в изящное шелковое платье макси, скроенное по косой. Этот модный ансамбль все зрители увидели в первые минуты показа. Знаковый образ открывал презентацию. Удлиненный, зауженный в бедрах силуэт в форме перевернутого треугольника стал ключевым для всей осенне-зимней коллекции. Он так или иначе повторяется в большей части луков. Меняются только составляющие. Например, место жакета легко занимает кожаный плащ, шерстяное пальто или даже пушистая шуба. А шелковое платье меняется на прозрачное шифоновое, тонкое трикотажное, роскошное бархатное или вовсе на обтягивающие леггинсы. По сути дела, вся коллекция на предстоящий холодный сезон построена как раз на переосмыслении границ между женским и мужским гардеробом, которое так блестяще давалось как самому Сен-Лорану, так и нынешнему ведущему дизайнеру и креативному директору бренда Энтони Ваккарелло. Поэтому в новой модной линейке вы сегодня найдете жакеты в маскулинном стиле, байкерские куртки-косухи, которые словно одолжили у бойфренда, а также строгие тренчи, наглухо запахнутые пальто. И, конечно, уже упомянутые ранее великолепные смокинги. В этой коллекции дизайнер решил немного снизить градус откровенной кричащей сексуальности. Теперь модные образы объединяют эталонная французская элегантность, монохромные цвета и капля деконструктивного минимализма. Мы по-прежнему наблюдаем глубокие декольте, высокий разрез, прозрачные фактуры, костюмы на голое тело. Но есть великолепная мягкая драпировка, приталенный силуэт. В противовес дерзкому мини – роскошная макси-длина. На модной сцене можно увидеть обновленные вариации стиля разных эпох. Что-то из ретро-20-х, 30-х прошлого века, революционных 60-х и гламурных 80-х, 90-х. Цветовая палитра хоть и насыщена традиционным для бренда черным тоном, но все же слегка разбавлена белым и серым, а также бежевым, шоколадным и темно-зеленым. Отдельной строкой стоит отметить аксессуары. В первую очередь массивные браслеты. Команде лучших мастеров пришлось немало потрудиться над созданием украшений из металла и дерева в удивительном, экзотическом африканском стиле. А носить мы их будем, надев на руку в несколько ярусов. Второй интересный момент – роскошная брошь в форме распустившегося цветочного бутона, которая здесь часто дополняет модные ансамбли. Серьги и кольца тоже довольно заметные. В топе трендов сохраняется тенденция носить на каждом пальце по кольцу. Обувь традиционна для марки Сен-Лоран. На высоком, но уже чуть более устойчивом каблуке. В приоритете остроносые туфли, босоножки на тонких ремешках, сапоги из лакированной кожи. Чем еще запомнился модный показ? Это мы, надеюсь, узнаем из ваших, друзья, комментариев. Всем моим зрителям хочу сказать большое спасибо за поддержку канала, за теплый лайк и подписку. Приятного просмотра, хорошего дня, совершенства и красоты, больше ярких, добрых эмоций и только светлого, солнечного настроения.